Литий. Микродозы снижают бета-амилоидные бляшки в гиппокампе у крыс в течение 12 недель. Также снижаются маркеры нейровоспаления и окислительного стресса. А окислительный стресс, он и есть, считается такой самый главный, из-за чего возникает как раз-таки Альцгеймер. И литий эффективен и на ранних, и на поздних стадиях. А здесь, например, было исследование 232 пациента. У них литий значительно снизил снижение когнитивных функций. И вот, например, здесь есть литий, аратат. И как раз таки вот в психиатрии применяются очень большие дозировки лития. А здесь уже пробовали маленькие. И маленькие тоже помогают. Поэтому вот можете здесь посмотреть. Фосфатидилсерин. Также он улучшает изменения при Альцгеймер и при паркинсонизме. И есть и много исследований, и разные фирмы, и в принципе они везде дают похожие на результаты. И на людях такие же были же результаты. Донепезил и гингобилоба. Здесь их сравнивали. Гингобилоба было 160 мг или 5 мг лекарства. При легкой и умеренной стадии и они были одинаково эффективны. Это длилось 24 недели и возраст пациентов был от 50 до 80 лет. Витамин С. Антиоксидант. В течение 6 месяцев улучшал окислительный стресс и улучшал многие показатели, но при этом он не растворял бляшки. Витамин А и бета-каротин, они тоже антиоксиданты, и они тоже улучшали многие показатели. И могут, конечно же, лечить болезнь Альцгеймер и подойдут для профилактики. Селен. Это еще один важный антиоксидант. Обеспечивает нейрозащиту и улучшает многие параметры и анализы при Альцгеймер и у людей, и у мышей. И также помогают разные формы. Но, например, дрожжевой селен, он больше подходит как антиоксидант. И также селен, он понижает в организме уровни алюминия, которые также часто повышены при Альцгеймер. Вот здесь еще, например, также здесь еще магний, который тоже предотвращает потерю синапсисов. И это один из тоже основных признаков Альцгеймер. И у мышей лечение магнием снижает бета-амилоид и потерю синапсисов. И также, конечно, осторожно, потому что при Альцгеймер начинается дисбаланс меди, цинка, марганца, железа и меди. А железо и медь, они могут накапливаться и они вызывают окислительный стресс. Водоросли. Спирулина предотвращает потерю памяти и болезни Альцгеймер, снижает риски деменции, снижает уровни токсичных металлов, антиоксидант. Хлорелла также понижает и выводит уровни тяжелых металлов, в том числе свинец, и ослабевает вызванное им окислительное повреждение мозга. Вообще водоросли содержат очень много необходимых веществ при болезни Альцгеймер. Это и бета-каротин, и лютеин, и омега-кислоты, которые необходимы при этом. Кварцетин защищает нейроны от окислительного повреждения и подавляет образование фибрил амилоид П белков. Китайские травы, которые здесь проверяли. Ну, например, вот женьшень. Здесь он был эффективен, когда доза была 9 граммов. А когда была 4,5 грамма, это не помогало. Ну и также здесь есть другие травы, можете почитать, оставлю ссылку. Здесь и берберин, например, мелисса, она тоже успокаивает при этом. Серапептаза и натокиназа. Крыс кормили алюминием 45 дней, и это вызывало уже подобие болезни Альцгеймер. После этого им давали сиропептазу или натокиназу 45 дней. И это улучшало все маркеры. Ну и, конечно же, эти ферменты могут
иметь терапевтическое применение при болезни Альцгеймер. И также они есть на iHerb. Силимарин из расторопши. Это одно из самых сильных, если вообще не самое сильное вещество для печени. И также оно контролирует производство белка, предшественника бета-амилоида, увеличивает содержание ацетилхолина, сильный антиоксидант и противовоспалительное. И поскольку он очень безопасен, у него также огромный потенциал для лечения болезни Альцгеймер. Фолипоевая кислота. Это тоже антиоксидант. 600 мг давали 9 пациентов с Альцгеймер и деменцией с традиционным лечением 80 дней. Ну и также это улучшало когнитивные функции и некоторые тесты. Ну, в принципе, даже много было исследований на людях, и у всех были похожие результаты.